Сегодня я иду в DMV, Холливуд, сдавать на права. Хотите ли вы сдать свои органы? В Америке демократия. В одном DMV одна цена, в другом DMV другая цена. Многие, кто сдают вообще в DMV, теорию особенно, они не все с первого раза сдают. Украли мне стабилизаторы, российские документы, диплом, российский паспорт, аттестат, военный билет, трудовую книжку. Короче, все российское украли. Такие вот пироги случаются в Лос-Анджелесе. Друзья, of course, на связи Влади Корс. Сегодня у меня будет очень важный день. Сегодня я иду в DMV, Холливуд, сдавать на права, получать драйвер license. Как получать? Так скажем, записываться на теорию. Вот, и дальше посмотрим, как буду сдавать теорию, практику. Сейчас я взял с собой все документы. У меня есть и social, и загранпаспорт, и стейтменты из банка Chase, и Bank of America. Это все те документы, которые нужно предоставить в DMV для того, чтобы сдать на права. Ну а сейчас поехали. Это начало моего контента. Обычно классическое здание. Сейчас время, кстати, 3 часа дня. Я надеюсь, очереди не будет. Говорят, что нужно обязательно записываться на встречу, то есть получать appointment, но многие приходят без appointment, просто говорят что I don't have an appointment, и все, типа у меня нет встречи, и по сути должно все прокатить. Вообще, смотрю, очереди нет, шикарно. Может быть, мне и повезет сегодня. Кстати, важный аспект, в этом видео будет сразу несколько частей. То есть сначала я сейчас буду подавать документы, потом я буду записываться на теорию. Ну, сначала я сейчас пройду какие-то тесты дурацкие, я уже их проходил, там типа тесты на то, что ваш цвет волос, ваш возраст, там хотите ли вы сдать свои органы после смерти, какие-то очень банальные тупые вопросы, вообще непонятные для меня, какие-то они каверзные, я бы даже сказал в некоторых моментах. Потом я запишусь на теорию, сдам теорию и потом на практику. Все это будет в одном видео, поэтому следите и оставайтесь на канале. Кстати, вот у них часы работы. Получается, офис работает с понедельника по пятницу, с 8 до 5 вечера. В субботу, в воскресенье он закрыт. Тут так очень много окон. Я уже здесь был, поэтому я уже здесь как свой. Мне дали вот такой вот талон. Здесь что-то написали, DLP. В общем, сказали 24 окно обратиться. 24 window. Какой-то талон. Сказали стоять в очереди. Line, application. Кстати, друзья, лучше всего сдавать теорию вот на этом сайте. Здесь будет информация вся. Приходите на этот сайт, регистрируйтесь там или просто заходите, сдавайте теорию, смотрите, проверяйте свои знания. Также смотрите знаки, какие знаки что означают. В Америке очень много подводных камней в плане там на красный свет можно поворачивать или вместо нерегулируемых пешеходных переходов здесь перекрестков. Здесь знак стоп много где. Или, например, есть такое понятие, как карпул, когда ты едешь по шоссе, с левой стороны ты можешь ехать, если у тебя более 2 пассажиров, ну, 2 или более 2 пассажиров в машине, вместе с водителем включая. В общем, очень много в Америке моментов, аспектов, поэтому следите, изучайте, смотрите перед тем, как идти. Это очень важное правило. Кстати, друзья, важный аспект, вот этот вопрос задают. Вы хотите ли получить Real ID? То есть это удостоверение личности в Калифорнии в 2025 году. Вопрос. Вот он, получается, это новое правило. Теперь надо с 2025 года иметь Real ID обязательно. Вот получается, я прошел тестирование, записал номер. Надо этот номер сохранить для того, чтобы потом, соответственно, с ним прийти и получать уже права непосредственно сами. Сдал это банальное тестирование. Отфоткал вам, кстати, там список знаков. Они здесь появятся на экране. Вот. Это так, для информации, просто чтобы вы понимали, какие вообще нужно знаки знать, как они выглядят, чем отличаются от наших российских и так далее. Сейчас мне записали, значит, appointment, ну, точнее, окно G361. Сейчас буду смотреть здесь на телевизорах, на экранах. Мой номер высвечивается вот там G341. У меня 361. Жду. На удивление хотел сказать, пока жду, то что вот там, когда я тесты проходил, почему-то сумма total price, то есть это общий прайс, да, полный, почему-то составлял $83. Хотя я многих блогеров смотрю на ютубе, и в целом мои знакомые говорили, что они вроде платили 40 или 60 баксов.
Может быть, это зависит от DMV, потому что в Америке демократия. В одном DMV одна цена, в другом DMV другая цена. В одном DMV тебе скажут пакет документов, например, не обязательно social иметь, social security number, номер социального страхования. В другом DMV, вот где я сейчас сижу, мне говорили, нужно принести стейтмент из банков, Bank of America и Chase, потом social, ID, в общем, весь пакет документов полностью. Или форма 194. Она обычно выдается тем, кто перешел сюда по политическому убежищу и кто не сидел в детеншне. Как правило, ну не всем, конечно, но в основном сейчас, кто сидел в детеншне, форма не выдается, 94. Вот. Так что из документов имейте в виду 2 стейтмента с банков достаточно и social с ID. Вот меня и обломали. Сейчас я выхожу с DMV и получилось так, то, что у меня есть все документы и work, have a nice day. Точнее и social, и загранпаспорт, и стейтменты. Но оказалось, этого недостаточно. Оказалось, еще нужен work, а work я не получил еще. Хотя мне social пришел. Work permit, просто разрешение на работу. Ужасно. И по поводу driver license. Получается, Real ID делать и driver license не обязательно, потому что driver license стоит $45. Это ты как платишь госпошлину, а $35 Real ID. Но платить не обязательно за 2 документа. Достаточно за driver license заплатить за права. И уже Real ID, вот эта карточка калифорнийца 2025 года, которая, кстати, будет уже числиться, по-моему, с апреля этого года, да, она будет уже включена в driver license. Поэтому те, кто придут сюда сдавать на права, не надо вам платить за Real ID, достаточно за driver license заплатить. Ну что, друзья, прошло не так много времени с того момента, как я вышел с DMV в прошлый день. Мне отказали, потому что нужно было принести work, это именно карточку. Наконец-то я work permit получил. Сейчас я сижу, зубрю билеты. Вот уже, кстати, второй день на официальном сайте dmv.k.gov. Там есть несколько языков, есть английский, испанский, русский, всякие там вьетнамские, китайские, разные языки. Вот. Сейчас готовлюсь к этому всему, потому что сегодня, скорее всего, буду сдавать теорию, так как мне уже дали талон. Вот так этот сайт, кстати, выглядит. Вот здесь можно посмотреть, да, все. Вот. DMV, все на русском. Вот. Тут 92 листа у нас получается, ну, немало так. Вот, и знаки, тут есть и дорожные разметки, абсолютно все. Погода сегодня в ЛА неблагоприятная, сегодня идет дождь. Благо, что я не буду сдавать сегодня практику, а только теорию. Сейчас еду в DMV, повторно в тот же DMV Голливуд, на том же адресе, который я в начале ролика говорил. Надеюсь, сдам теорию с первого раза. Всегда переполненная парковка. Вот именно в этом DMV, мне кажется. Да, ну чё, удачи мне, надеюсь, сдам с первого раза. Кстати, интересно признавать то, что многие, кто сдают вообще в DMV, теорию особенно, они не все с первого раза сдают. То есть так выходит, то, что вроде как даже люди, которые имеют права там 10-15 лет опыта в России, они сдают не с первого, не с второго раза. Такое я неоднократно слышал. Вот. Потому что они не готовятся особенно, в основном не читают правила на dmv.k.gov, и они думают, что с первого раза дадут спокойно. Так получается далеко не у всех, поэтому надо очень тщательно все равно готовиться. Народу, я смотрю, сегодня опять нету. Хотя машин полные, тут как его, полная парковка. В общем, как-то так. Вот здесь, кстати, стоят машины, кто уже сдает тест, тестирование. Ну, точнее, практику, как я понимаю. Благо то, что когда последний раз я был в DMV, мне дали специальный вот талон, то, что я уже записали, получается, меня, ну, как бы на обучение, на теорию. То есть мне, по сути, не надо очередь стоять, и можно уже спокойно обращаться к окошечку. Забавно, сказали все равно ждать. Очередь вот эта вот, которая, кстати, здесь откуда-то накопилась, непонятно, хотя вроде на входе никого не было. Так что имейте в виду, когда вы получите талон, если вы уйдете, потом, допустим, там в целях соображений, там, что у вас документов будет не хватать или еще чего-то, вас опять заставят в очереди стоять. По крайней мере, это в голливудском DMV так происходит. В общем, опять мне дали документ, обращаться в окно, и сказали, что на сегодня на теорию не запишут, потому что сегодня уже все аппоинтменты забиты, получается. Вот, сказали, скорее всего, на следующий день, так как сегодня у нас среда,
более вероятно на этой неделе, если получится у них по окошкам свободным. Проверили у меня work, дали вот бумагу. Забрали, кстати, почему-то стейтменты из банка. Оставили себе. И, кстати, из-за того, что у меня то, что Social Security Number пришел не на корректный адрес, они сказали, то, что он не требуется, а нам достаточно только work permit. Все, заплатил госпошлину, сейчас еще раз $45 получается. И сказали сейчас встать на фотографию, отфоткаться. И следующий день мне назначат уже тестирование. Хотя я сегодня готовился, опять же повторюсь. Вот. Здесь проводят фотосъемку. Я немножко причесался и кофту застегнул, чтобы это было удобно. Кстати, хорошо, что побрился. Может, кто заметил, но второй день, когда я ролик перешел, я побрился, да. Вроде как моложе стал, лет на 5 выглядеть. Друзья, было очень неожиданно. Меня после того, как сфотографировали, записали на тестирование сразу, прям сразу тест давать. Вот. Я подошел, значит, да, к телеку. Ну, там было, как вот первое, типа, общее тестирование, просто общие вопросы, где я тоже там показывал. И второе тестирование, вот, собственно, знание знаков там, правил. Вот, там почему-то было несколько разделов, этапов. Я первый этап выбрал знаки дорожные, допустил одну ошибку там. Вот, и я не успел сдать, мне сказали, так как время уже без 25, приезжайте завтра. Короче, капец. Завтра придется опять сюда ехать, сдавать это тестирование. Сдавать, так скажем. Я так понимаю, продолжение будет. Вот, и следующий день, вот когда я сдам, они меня запишут на практику. Хорошо, что я заплатил всего $45. Вот этот Real ID, о котором я говорил ранее в ролике, его прикрепят как стикер. Вот знаете стикеры, да, в России, вот Тинькофф там, Альфа-банк клеит на айфоны сейчас, так как Apple Pay не работает. Вот это сейчас похожая тема здесь. В плане на эту карточку Driver License будут клеить таким маленьким квадратиком Real ID. То есть, чтобы за него дополнительно отдельно не платить и не получать карточку эту, на нее просто наклеят на Driver License, для того, чтобы можно было перемещаться между штатами в США. Это действует только на территории США, это вот новый закон, который в этом году вступит в силу. Еще важный момент, пока не завершил этот фрагмент, значит, допускается только 3 ошибки из 12, именно, ой, не из 12 точнее, а вообще суммарно. То есть там сначала вот были у меня 12 вопросов вот на знаки, следующий день у меня будет, скорее всего, там около 10-15 вопросов еще на другие части. Там, например, на знание, как правильно останавливаться при полицейском, или как правильно, например, какую скорость держать, как правильно как поворачивать. 3 ошибки допускаются, чтобы для понимания в России, да, сейчас, вот насколько я слышу и общаюсь с своими русскими знакомыми, друзьями, то что одну ошибку допускаешь, сразу плюс 10 вопросов. Вроде так это и было, так это и осталось в ближайшие 2, 3, 4 года. Здесь же 3 ошибки допускаешь, как бы на 3-ю ошибку уже не сдал. Если 2 допускаешь, тебе не прибавляются никакие там 5-10 вопросов. Поэтому это большой плюс. Вот. В общем, ждите следующий день. Я следующий день опять буду эту теорию сразу сдавать, потом будут меня на практику записывать. Так что продолжение следует. Ну что, друзья, сегодня 27 марта, сегодня у меня день сдачи практического экзамена в DMV. Я решил выбрать DMV Арлета. Сейчас, кстати, нахожусь на местности. Правда, очень поздно приехал, за буквально полчаса. Хотел изучить местность, так как мне скинули план, или так называемая схема маршрута. Вот, товарищ мне скинул схему маршрута. Быстренько сейчас здесь прокачусь, буквально 10-15 минут, посмотрю, какие знаки. Вот. Где, например, нельзя парковаться. Вот здесь, например, написано с 12 до 2 дня нельзя парковаться. Street swiping. С 2 ночи до 6 утра тоже нельзя парковаться. Потому что идут работы здесь и так далее. Плюс мусор выкидывают. В общем, пожелайте мне удачи. Надеюсь, сдам я с первого раза. Все будет прекрасно. Инструктор окажется адекватным. И меня сильно не завалит. Ребята, еще такой важный аспект. Пока вот эти 3 недели прошли, с 7 февраля по 27 марта, ну, грубо говоря, 3 недели, у меня уже успели вскрыть машину, фотки будут вот здесь прикреплены, посмотрите, как это выглядело. Злоумышленники у меня вскрыли заднее правое окно, забрали у меня камеру GoPro, на которой я снимал первые 2 выпуска именно с DMV, вот как я сдавал теорию, украли у меня стабилизатор, российские документы, диплом, российский паспорт, аттестат, военный билет, трудовую книжку. Короче, все российское украли. Телефон, iPhone старый XS. В общем, как-то так. Надеюсь, больше такого не повторится. Поставлю сигналку себе на тачку. Уже стекло затонировал, поменял. Такие вот пироги случаются в Лос-Анджелесе. Пока у меня не начался практический экзамен, расскажу вообще, что меня будут спрашивать.
меня, соответственно, попросят убрать вот этот вот видеорегистратор. Меня будут спрашивать на вступительном экзамене, на практическом, будут спрашивать по-английски, как называется, например, дворники. Это windshield wipers, или лобовое стекло, это windshield. Например, боковые стекла, они называются rear view mirror. Например, что еще могут спросить? Ручной тормоз ножной, он называется foot brake, от слова foot нога, brake тормоз. Поворотники, turn lights вроде называется, если я не ошибаюсь. Turn signals, типа поворачивать от слова signals, сигналы. Аварийные стоп-сигналы, emergency signals, ремни безопасности, seat belts. Вот они у меня. Что еще? Окно водителя, driver's window. И вроде бы все, вроде ничего не забыл. Ну, еще некоторые моменты, связанные, наверное, с ручником, может быть, с камерой. В общем, как-то так. Надеюсь, я ничего не забуду на панике, все пойдет гладко. Народу очень много. Наверное, сейчас придется еще в очередь стоять очень долгое время. Подскажу то, что тут перед тем, как практический экзамен сдавать, нужно обязательно еще в очередь отстоять там в какой-то. Зашел в DMV в Орлету. Куча народу. Сейчас будем искать, где мне... Так как я уже получу аппоинтмент на 15:40, мне нужно будет просто спросить в окнах. В общем, нас пригласили в 29-е окно. Для регистрации нужно, значит, соответственно, саму регистрацию на машину, пермит, который мне выдавали, то, что я сдал, значит, экзамен теоретический, драйвер license, соответственно, товарищ, и все по сути. Ждем. Страховка еще, да, точно. Ну и страховка, соответственно, да. Страховка у меня электронная, Tesla, Insurance. Никогда не оформляйте себе Теслу, это полное говно, а не страховка. В общем, ребят, я сейчас вышел, мне дали вот расписаться на вот этом пермите. Сейчас у меня человек будет садиться в машину. Как бы фактически по правилу он должен приехать на этой машине, поэтому, собственно говоря, и требует драйвер лайсенс водителя другого, для того, чтобы он меня в теории отвез сюда, вот. Тачку подогнал ко мне, потом уже сел инструктор, он вышел, и я сел на место руля. Вот как-то так это происходит. И еще важный аспект, вот с этим документом, с пермитом, я не имею права ездить один за рулем, но имею право ездить с человеком, у которого уже есть действующий драйвер лайсенс Калифорнии. Короче, ребят, вот это вот мы сейчас заезжаем, драйвер тест verification only. Сейчас будем вставать вот это вот line cars в очередь, те, кто сегодня сдает, экзаменируется, так скажем. Если вы будете сдавать на Тесле, там без разницы, тройки, Model Y, S, не имеет значения, то вот этот экран большой, который на панели у вас будет, его попросят, скорее всего, или более вероятно заклеить, так как никакие вспомогательные приборы специальные, ну, как экраны, не должны быть во время экзамена практического. Это имейте в виду. Ну что, ребят, я сдал на права, получил temporary driver license. Сказали то, что 2-3 недели ждать до пластиковой карты driver license. Получу я ее по почте. Вот на этой временной бумажке. Еще здесь написано interim driver license, а не temporary. Но это, я думаю, одно и то же. Temporary это временное. Вот, по ним я уже могу ездить. Здесь поставил внизу signature. И сказали, что 2-3 недели ждать по почте мои driver license. Вот. Можете меня поздравить. Все с первого раза, как я люблю. Все с кайфом. Вот. В общем, из трудностей что было? Из трудностей только была паника, нервозность, когда я катался. То есть больше ничего такого особо и не было. Ну, то, что вот мне говорили turn right, turn left, повернуть направо-налево, это все без проблем. Вот где момент был с перекрестком, где я встал на перекрестке, значит, жалко, что у меня видеорегистратор сняли, я бы вам этот момент показал. И там была такая стрелочка зеленая и просто обычный светофор. И когда стрелочка зеленая перестала гореть, я думал, блин, повернуть или нет, потому что поток еще был, но он потом заканчивался, а там уже желтый загорелся. Я думаю, а я уже на желтый начал поворачивать практически. То есть я начал поворачивать на зеленый, и прям желтый резко загорелся. И она мне, походу, за это, как я понял, поставила все-таки отметку, балл негативный. Но я думаю, в реальности такие нарушения, они не то что незначительные, это полные мелочи вообще абсолютно. Ну что, ребят, я надеюсь, я достаточно информативно, подробно все вам рассказал.
как зарегистрироваться, какие документы нужны, как сдавать. Все ссылки, которые необходимы, я прикреплю в описании. Что касается схемы, как, где сдавать, я тоже прикреплю либо фотографии, либо ссылки на эти фотографии, как-то я это сделал, либо они появятся ранее во время монтажа на экране. Поэтому вот. Ребят, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на инстаграм, на мои соцсети. Там я рассказываю все о жизни США. Поддерживайте меня, мой канал. Не забывайте ставить комментарии, лайки. Вот. Это очень сильно мне помогает для продвижения канала. Так как канал у меня молодой, меньше 1000 подписчиков, хотя контент снимаю достаточно информативный, хороший, качественный, поэтому поддержите, если не трудно. Ну а с вами был Of Course. Скоро увидимся.